Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. И в этом видео вы узнаете, как создать текстуры волос в программе Substance Painter. Но перед тем, как начнем, подпишитесь на канал. Ну а теперь начнем. Открою Substance Painter, создам проект, выберу разрешение, модель волос и нажму на ОК. Нажму на F, чтобы развертка стала посередине окна. Удалю ненужный слой. Создам Fill Layer. Поменяю в нем цвет. Это будет основной цвет. Он самый темный. Добавлю немного металлика. Переименую его. Скопирую его с помощью кнопки Ctrl-C, Ctrl-V. Переименую его как Color 1. Сделаю его чуть светлее. Обязательно надо поменять цвет, чтобы при включении режима на Base Color он выделялся. Добавлю к нему черную маску. И в черную маску добавлю Fill. И в этот Fill кидаем любую подходящую карту волос. Вы их можете найти на вкладке процедуры. Я выберу Fur 1 и перетащу его в Fill Grayscale. Переключу режим на Base Color и видим, как наложено Fur 1. Также можно посмотреть через маску. Теперь надо правильно расположить эти слои. В этом нам поможет Scale, масштаб, Rotation, поворот и Offset, смещение. Отключу замок, чтобы изменить этот ползунок. Для начала изменю масштаб. Сделаю волосы более ровными. Сменю режим, перейду в сам слой и увеличу Height. Скопирую этот слой, переименую в Color 2. Сделаю его еще светлее. Height у него сделаю немного меньше. Перейду во Fill, имеющую карту волос, и сменю режим. Сделаю этот слой более крупнее, чем предыдущий. Также сделаю небольшое его смещение. Также немного хочу изменить смещение предыдущего слоя. Теперь надо скопировать слой Color 1 и перетащить его на самый верх. Переименую его, и это будет у нас слой прозрачности. Нужно сменить шейдер проекта. Для этого перехожу в настройки шейдера. И здесь выбираем шейдер с альфа прозрачностью. Далее нужно добавить карту Opacity.
Для этого заходим в настройки текстур. Нажимаем на плюс и выбираем Opacity. Смотрим, карта добавилась. Перехожу в слой прозрачности. Отключу все и включу только Opacity. Перехожу в Fill с картой волос и инвертирую карту. Включим рендер и видим, что прозрачность сильная. Чтобы это исправить, добавим на слой Opacity карту Level, уровень. И с помощью него можно регулировать интенсивность прозрачности. Это у нас без прозрачности, а это с прозрачностью. Весь проект вы можете скачать у меня в группе ВК. Ссылка в описании. Надеюсь, ролик был полезен для вас. Ставьте лайки и не забудьте подписаться, если не подписаны. До новых видео. Всем пока!